Я, Александр Александрович Беднов, начальник штаба 4-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Луганской Народной Республики, командир групп быстрого реагирования, позывной «Бэтмен». Хочу обратиться к своим землякам, к своим соотечественникам, к тем людям, которые не только на словах и на деле доказали, что мы никогда не приемлем идеологию нацизма и фашизма, мракобесия и беззакония, которое насаждала нам украинская, киевская хунта. Тем людям, которые всему миру показали, что мы никогда не станем на колени перед агрессором. Тем людям, для которых слова равенство, свобода, независимость, честь и достоинство являются не просто пустым звуком, а являются смыслом нашей с вами жизни. Я обращаюсь к своим братьям по оружию, к рядовым ополченцам и командирам, к добровольцам, казакам и бойцам самообороны, к людям, которые с оружием в руках отстояли независимость и свободу нашей Родины, проявив при этом чудеса отваги и мужества. И когда агрессор, имея колоссальное превосходство в живой силе и технике, в авиации и артиллерии, считал, что победа уже у него в кармане, полагал, что нет силы, которая сможет ему противостоять, вы не дрогнули, не сломались и выстояли. Ваша самоотверженность и готовность пожертвовать самым ценным, что есть у каждого человека, жизни, поистине вызывает восхищение. Мы прошли и проделали долгий путь, путь войны, разрухи, лишений и бед. Погибли многие наши товарищи, погибли мирные граждане, женщины, дети. В тяжелейших условиях войны и оккупации нам предстоит построить новое государство и доказать всему миру, что наше молодое государство жизнеспособно. А для этого нам крайне необходимо отбросить все свои личные интересы и амбиции, объединиться и приложить максимум усилий для утверждения наших позиций на всех уровнях – военных, политических, экономических. Крайне важно утвердить и укрепить легитимную власть на местах. Власть, которая будет работать исключительно в интересах наших людей. Она должна быть понятна и прозрачна всем. Нужно обеспечить участие в осуществлении властных полномочий представителей всех слоев и социальных групп нашего государства, таких как народное ополчение, казачество, служащие, рабочие, интеллигенция, людей, имеющих непререкаемый авторитет среди общества, людей, которых уважают и которым доверяют. Нам необходимо, крайне необходимо, создать единую систему обороноспособности страны, которая бы координировала действия всех, без исключения, воинских подразделений республики. Я имею в виду и армейские подразделения, и казачьи войска, и отряды самообороны, и подразделения органов внутренних дел. В моем понимании, государство в таких тяжелейших условиях войны, осады и оккупации представляется крепостью, где основой, фундаментом является наш народ. Он является нашей опорой. Система управления государством – это каркас, это арматура. И стены этого замка, этой крепости – это вооруженные подразделения нашей молодой республики. Цементом в этом сооружении является идея свободы и независимости, идея, которая нас объединяет. Нам нужно укрепить этот замок, нашу крепость, наш дом, сделать его неприступным для врагов. И сделать это мы можем только лишь вместе, объединив наши усилия. Только когда мы вместе, мы сильны и непобедимы. И это нужно сделать не ради себя, а ради наших детей, ради нашего будущего, ради нашей мечты, ради Новороссии.